Хочу, друзья, вас познакомить с отелем, в котором мы остановились на несколько дней. Называется он Будда Резорт. Находится недалеко от города Лингаен, в поселке Бугалон. Это сейчас здесь столько припаркованных машин, очень много отдыхающих. Сейчас на Филиппинах проходят местные праздники. Посмотрите, здесь растет water apple, водянистое яблоко. Охранник в отеле спросил, хочу ли я попробовать это водянистое яблоко. Сказал, что да, хочу, и мне сорвали его. Так, тут у нас охрана. Видите, сколько отдыхающих, все больше и больше приезжает людей. Комнаты от 1800 песо за двоих. И дальше уже начинается большая стоимость, тем более, если это выходные, то стоимость уже не 1800, а 2100. Также можно арендовать коттедж на некоторое время. Это без ночевки, получается, это просто стоимость за день. То есть 600 песо можно арендовать отдельно коттеджик. Территория отеля внушительная. Не сказать, что очень большая. Очень много буддийской тематики. Не зря называется Будда Резорт. Здесь зона отдыха. На ресепшене всегда много людей. Либо что-то покупают вот здесь вот в магазинчике небольшом, либо регистрируются. Ресторан. Видимо, только что прошел здесь обед. Официанты все убирают. Посмотрим на меню. Завтраки от 150 песо. Ну, завтраки, видите, местные. Тапсилок, корнисилок. Это вот рис, яйцо и что-то из мясного. Так они у них называются. Все с окончанием лок. Это обозначает, что будет сет из риса, яйца и чего-то мясного. Так, если говорить именно о каких-то блюдах, то здесь стоимость 280-380 песо. Можно взять тарелку на компании, это будет 800-850 песо. Например, вот лапша, очень выгодная цена, 250 песо за большую тарелку. Это тоже на компанию, поэтому цены весьма неплохие. Вон, видите, даже у них капучино стоит всего лишь 75 песо. Но именно вот на напитки типа кока-колы, соды и так далее, то здесь немножко цена завышенная, но все равно доступная. Ресторан большой, вмещаются все гости. Здесь можно что-то заказать. Кстати, если вам вдруг нужна будет в отеле вода, горячая, холодная, всегда есть в резервуаре. Я уже не раз ее использовала. Раньше, видимо, здесь был буфет, но сейчас завтраки заказываешь как бы отдельно. Для тех, кто пришел сюда просто в ресторан или отдохнуть у бассейна, не оставаясь на ночь, есть туалеты на первом этаже. Еще одна зона отдыха. Здесь у нас аквариум с рыбками. Ой, смотрите, какая дерная прикольная. Забавные рыбешки. Что для меня важно сейчас, это тренажерный зал. Здесь он есть. И что удивительно, здесь постоянно кто-то занимается. Видите, сейчас мы тоже пришли. Очень много кто приезжает сюда просто позаниматься в спортзале и покупаться в бассейне, не оставаясь на ночь. Я не разбираюсь в тренажерах. Я вот, ребят, беру коврик и занимаюсь на коврике.
соревновались в тренажерном зале, а сейчас самое время пойти в бассейн и окунуться в прохладные водички. Бассейн находится в открытой зоне, на улице. Территория утопает в зелени, много столиков, где располагаются гости. За 600 песо можно арендовать такой столик. Интересно, что наверху. Я еще там не была, давайте пройдем посмотрим. Очень многие приходят за своей едой, делают здесь барбекю и купаются в бассейне. Так, вместе со мной сейчас просто столики. Просто столики. Также здесь предоставляют услуги ресторана. Очень большая территория, поэтому всем хватает места даже в праздники. В основном местные туристы, но встречаются и европейцы. Бассейн большой, кто-то приезжает вот с такими домашними животными. Есть большой бассейн и есть бассейн для детей. Многие приезжают сфотографироваться с большим Буддой. Посмотрите, какой песик здесь. Искупался. Маленький шпицовый. Вот и страшило. Вот это ты страшила. Надо отметить, что бассейн глубокий, правда, очень много людей. Я так предполагаю, что это в связи с праздниками, поэтому, конечно же, лучше сюда приезжать в какие-то более спокойные дни. Но нам выбирать не приходится, мы уже больше 4 месяцев на Филиппинах. И вообще мы планировали отсюда поехать на 100 островов экскурсию. Там красивый памятник, знаете, как Корковадо в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. И ты приезжаешь в несколько островов, там можно и попрыгать, и на зиплайне скатиться. Но Кирилл заболел, поэтому мы не поехали и отдыхаем просто в отеле. Поэтому, чтобы сделать выпуск не только обзор отеля и обзор ресторана, я решила вам рассказать, как спланировать отдых на Филиппинах и какие острова вам подойдут. Потому что островов много, но не так много тех островов, на которых есть хорошие пляжи или есть какие-то интересные активности. Поэтому, учитывая, что мы здесь уже столько месяцев, бывали просто на сотни островов, и если поехали на экскурсию, то это было бы 200 островов, но тем не менее, мы можем вам подсказать, что именно для вас может подойти. Напишите в комментариях, какой отдых вам интересен, что вы любите больше, ходить в трекинге, или вы, может быть, любите больше поплавать, что для вас важно, пляжи, отели, что? Пишите обязательно, мне это очень интересно. Кстати, к Большому Будде можно подняться. Понимаю, что снимаю против солнца, но что поделать, если так Будда расположен.
Действительно большой Будда. Вернемся в сам отель, здание. И теперь уже пройдем в нашу комнату. У нас номер делюкс. Мы бронировали заранее, еще даже не знали про то, что здесь будут какие-то праздники на Филиппинах. Здесь есть и стандартные комнаты, и семейного типа. Сейчас покажу вам наш номер. У нас номер типа делюкс. Есть столик, 2 стула, кружечки, есть одноразовые щетки, шампуньки, кондиционеры. Кстати, о кондиционере. Кондиционер тоже есть. Он бесшумный, потому что нового формата, работает отлично. Также в номере есть много полочек, видите, и еще шкафчики небольшие. Можно развесить одежду, правда нет плечиков. Есть телевизор со встроенным ютубом, поэтому можно смотреть ролики. Отлично работающий интернет это позволяет сделать. Большая двухспальная кровать, картины, которые придают некий дизайн этой скромной комнате. Прикроватный столик. Кстати, также можно заказать еду в ресторане. Ассортимент блюд высокий, но в основном все блюда местные. По стоимости комнаты стандартная 1800, выходные дни 2100. И нашего формата комната это 2700. Мы заехали в будние дни. Так, что вам еще из интересного показать? Раковина, зеркало, унитаз и душ. И, кстати, хочу отметить, что здесь отличный напор горячей воды, потому что это встречается не часто. Вот эта дверь, она заменяет окно, поэтому в комнате не так темно, как это могло бы быть. Здесь есть терраса, которая выходит на небольшую деревенскую дорогу. Я пришла на завтрак. Завтрак у нас стандартный. Это яйца, хлеб. На самом деле есть больше выбора, но все они идут с рисом. Но, в общем, рис нам немножко надоел, поэтому заказываем для себя что-то более привычное. Также яйцо для Кирилла. Он болеет. Я надеюсь, что он присоединится к ужину. Но пока мы с вами вместе делаем обзор и наслаждаемся отдыхом в этом отеле. Также мне еще делают капучино. Можно заказать сваренный кофе. Я люблю больше из машинки. Друзья, вы, наверное, заметили, что у нас на канале уже огромное количество видео из Филиппин. Многие смотрят, многие комментируют и задают вопросы. Огромное вам спасибо за это. И теперь, побывав уже на многих островах, собрав большое количество информации и обратной связи, готовы подвести небольшие итоги по тому, как лучше спланировать путешествие по Филиппинам, какой вам остров выбрать и какие минусы существуют в этой стране. Итак, первое, с чего необходимо начать, это с города, в который вы прибываете. Это Манила, столица Филиппин, остров Лусон. На этом острове большое количество интересных активностей. Многие этот остров пропускают, потому что едут в основном за пляжным отдыхом. А на Лусоне тоже на самом деле есть пляжный отдых, но есть более интересные активности, которые стоит посетить. Но начнем с вами с города Манила. Манила – это огромный мегаполис, там есть и исторический центр, который можно посетить, есть и новые районы, где чаще всего останавливаются и туристы, и те, кто приезжает сюда на зимовку, и те, кто приезжает сюда жить. Самый фешенебельный район, где самые красивые отели, лучшее жилье, торговые центры, называется Макати, а исторический центр находится в районе Интрамурас.
На другие острова проще всего добраться на самолете. Ежедневно есть рейсы, иногда и не один рейс, а их несколько, поэтому смотрите на различных агрегаторах и покупайте билеты заранее. Если покупать внутренние билеты за 2-3 месяца, то их можно купить буквально за $30-35. Проще всего, конечно же, добраться из Манилы. Можно прилететь и на остров Панглау, и на Палаван, и на другие острова. Но давайте рассмотрим еще немного остров Лусон, на котором мы сейчас находимся. На острове Лусон есть несколько главных активностей, за которыми приезжают туристы. Это, конечно же, вулкан Майон в районе Легаспи, это рисовые террасы в районе Бонуэ, это 1000 островов, где мы сейчас с вами находимся, но, к сожалению, не смогли их посмотреть. Горный город Багио, в который мы отправимся после этого города. Поэтому здесь, конечно же, хватает достопримечательностей. Они все с эффектом вау. Смотрите наши выпуски, там более подробно об этих достопримечательностях. Главный вопрос, я думаю, которых мучает многих, где самые лучшие пляжи. На самом деле, мы ожидали от филиппинских пляжей, наверное, чуточку больше. Мы думали, что вот есть остров, и на каждом острове будут восхитительные пляжи, но, ребята, это совершенно не так, потому что многие пляжи не оборудованы, либо они с рифом, по которому ходить нельзя, и нужны специальные тапочки, либо они очень спокойные, неглубокие, и купаться для нас там не очень интересно, разве что поснорклить. Итак, для нас самые топовые пляжи были, конечно же, на острове Боракай, Бантаян. В Молбоу были неплохие пляжи, но и то лучше там всего заниматься снорклингом, а не просто плавать и наслаждаться этим. Также нам, конечно же, понравились пляжи на островах Гигантос. Это, конечно, вообще какое-то чудо. Если вы будете на Боракае, то обязательно съездите на экскурсию к островам Гигантос. Вот, собственно, для нас топовые пляжи это были Боракай и Бантаян. Многие удивляются, что на Филиппинах не так много фруктовых палаток, как в Таиланде или во Вьетнаме. На самом деле, конечно же, на Филиппинах есть фрукты, потому что Филиппины — это 1000 островов, но самые дешевые фрукты, которые мы встречали, это, конечно же, в городе Давао. Это фруктовая столица Филиппин и находится на острове Минданао. Самые дешевые, кстати, и дурьяны тоже там. Причем, вы знаете, там просто вот огромные дороги вот этих вот рынков, где можно купить очень дешево фрукты. На Боракае, конечно же, они тоже есть, и в других местах можно их приобрести, но это будет и дороже, и вы не везде встретите эти фруктовые палатки. Какой же остров выбрать именно вам? Это все зависит от того, что вам больше нравится. Как я сказала, лучшие пляжи это на Боракай и на Бантаяне, но это лично наше мнение. Где самые интересные активности? Конечно же, на острове Палаван, потому что там можно отправиться и на морские экскурсии, можно посмотреть подземную реку. Нам понравился безумно остров Камигин, потому что там есть и обзорные площадки, и трекинги, и водопады. И, кстати, там даже тоже есть где искупаться, если вы отправитесь на Белый остров. Поэтому если вы приедете туда на недельку, вам этого будет достаточно, но можно испытать множество активностей, посмотреть много достопримечательностей, без проблем арендовать скутер и путешествовать по всему острову. Также, если говорить об активностях, я не могу упустить остров Сиаргао. Это наша любовь, несмотря на все неприятности, которые у нас там произошли. Во-первых, там нетипичная погода для всех Филиппин, и дождь, и тайфун могут начаться вообще просто неожиданно. Но зато там можно позаниматься серфингом. Во-вторых, можно ощутить атмосферу Бали, потому что там много модных кафе, ресторанов. Там можно отправляться на другие острова, там можно отправляться на экскурсию к лагуне, поэтому мы там провели практически месяц, представляете? Мы везде по 1-2 недели, а там мы провели месяц, потому что нам там безумно понравилось. Но, конечно же, есть минусы. Минусы – это дорогая аренда скутера, там очень дорогое жилье и недешевое питание. Правда, там есть еще некоторые буфеты для туристов, где можно практически питаться дешево, но если вы хотите красивые завтраки, вкусный кофе, то, конечно же, за это необходимо платить. Еще один остров, который я хочу рассмотреть, это остров Панглау. Точнее, Панглау и Бахуль, потому что это практически один остров и соединяется небольшим мостиком, по которому можно спокойно проехать. Это тоже просто бомба.
провести там пару недель, это самое то, но я знаю, что многие туда остаются и на зимовку, и переезжают туда, потому что там есть и цивилизация, там есть и больницы, и магазины, поэтому нашим соотечественникам там достаточно просто обосноваться. Но у нас появились к этому острову небольшие вопросики и претензии. Сейчас расскажу подробнее, какие именно. Во-первых, достопримечательностей там тоже предостаточно, но именно на острове Бохоль. Мы арендовали скутер, съездили к красивому просто водопаду, к красивому мостику. Кстати, про этот мостик было много вопросов под выпуском, можете посмотреть его. Посмотрели шоколадные холмы и так далее. В общем, было, правда, здорово. Но мы не остались в восторге от пляжей. Просто в основном те пляжи, которые есть, они тоже предназначены либо для снорклинга, либо просто, я не знаю, там вода уходит и купаться просто невозможно. Все вот эти вот отливы, приливы, они, конечно, не для нас. Вот. А самый знаменитый Алона-Бич, ну, вы знаете, для отдыха с детьми, наверное, самое то. Потому что там можно, во-первых, и поснорклить, а во-вторых, там удобный заход именно для детишек, море спокойное, можно купаться, а мы-то любим волны, Поэтому для нас этот остров у нас не особо впечатлил, только благодаря достопримечательностям мы рады, что там остановились. С этого острова, кстати, еще очень удобно добираться и до острова Камигин, и удобно добираться до острова Сикихор, где тоже полно активностей, но более подробно смотрите в наших выпусках. Один из самых крупных островов, которые есть на Филиппинах, это, конечно же, остров Минданао. Я уже вам рассказывала про то, что там находится и город Давао, фруктовая столица. Также там есть большой город Кагаян-де-Оро, где можно отправиться на водопады, можно отправиться на шопинг, потому что там много торговых центров, аутлетов. Также на этом острове есть красивый район Бислик, где можно отправиться тоже просто к фантастическому водопаду, и можно еще посмотреть на зачарованную речку, которая просто каким-то фантастически волшебным цветом, таким голубым. Тоже было много вопросов. Вот эти места нам прямо очень понравились. Из островов, которые я, конечно, еще не рассмотрела, это Малапаскуа и Сибу. Малапаскуа — это, можно сказать, северный Сибу. Мы посмотрели на острове Сибу столицу этого острова, также посмотрели Моулбол, посмотрели Аслоп. Это как раз-таки еще один вид активности, где можно посмотреть на китовых акул и можно поснорклить. Нам очень понравилось. Мы выделили на это тоже буквально неделю, посмотрели и уже поехали дальше. А Малапаскуа, он подходит для тех, кто любит дайвинг. И если у вас нет сертификата, честно, возможно, даже не стоит тратить время на этот остров, потому что пляжи, там так себе, а основные активности — это просмотр лисьих акул. У нас не было сертификата дайвинга, поэтому мы не смогли этого сделать и тоже остались немножко разочарованы. Бантаян — это тоже один из островов, который находится недалеко от острова Сибу, и до него легко добраться. Ну и главный остров — это, конечно же, Боракай, всем известный, хотя он небольшой, но тем не менее, когда мы туда приехали, мы просто смотрели налево и направо, удивлялись, потому что на этом острове просто цивилизация, в отличие от других. Там есть все. И те, кто считает, что этот остров очень дорогой, можно сказать, что это действительно так, но, по крайней мере, жилье на этом острове гораздо дешевле, чем на любых других островах, потому что там есть конкуренция и там есть сервис. Вы можете выбрать как бюджетный вариант отелей. Смотрите, в наших выпусках мы несколько отелей там рассмотрели, от бюджетного до дорогого. Так есть и дорогие, но прямо с очень хорошим сервисом. Ну и, конечно же, там много-много ресторанов. Там можно заниматься йогой, спортом. Там есть супермаркеты, там их очень много, там хороший интернет. Ну и, конечно же, там просто фантастические пляжи, особенно Бука-Бич, он просто нам попал в самое сердечко, и мы его обожаем. Поэтому Боракай нам очень понравился, мы сомневались даже, ехать туда, не ехать, понравится он нам, не понравится. Но в итоге нам этот остров понравился очень сильно, мы там и с друзьями встретились, и познакомились с новыми людьми, поэтому путешествуйте, выбирайте тот остров, который понравится вам. Но наша рекомендация — это, конечно же, побывать на Боракае, это побывать на острове Камигин, это остров вулканов, я вам говорила. Обязательно посмотрите Бохоль, Сиаргао. Ну а если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Я постараюсь на все ответить и подсказать вам по маршруту.
Мы приехали в город Дакупан, который находится в 15 километрах от нашего отеля. Обнаружили здесь ресторан французской кухни и заказали себе уже многочисленные блюда. Вот, например, ассорти пицца. Здесь у нас и с креветками, и с морепродуктами, с бекончиком, 4 сыра. И также еще мы заказали салатик с голубым сыром. Ребята, пицца бомбическая. Я соскучилась по такому сыру, действительно качественный, привезенный из Франции. Так, наслаждаемся пиццей. Уже попробовали с креветкой и беконом, попробовали 4 сыра. На очереди черная пицца с морепродуктами. Весьма любопытно. Здесь получается и креветки, и кальмары, и вот эти вот морские осьминоги, да? Угу, да, все верно. Так, помимо пиццы у нас еще в меню сегодня салат. Смотри, как чудесно выглядит. Салатик с яблоком, с сыром. И, по-моему, еще с грецким орехом он говорил. Да, с орехом. Заправка Сейчас очень положим. красивая, интересная. Давайте тоже немножко положим, чтобы посмотреть. Качественный очень. Зелень очень вкусная. И яблочки вкусные. Ну, яблочки здесь импортные, естественно. Так же, как и сыр. Ну да, в принципе, во французском ресторане здесь большинство продуктов, наверное, импортные, да, хотя пытаются что-то готовить. Дальше мы покажем еще специальную такую рыбную тарелку. Вот. Я думаю, там уже больше будет местных каких-то продуктов использовано. Переходим к нашим главным блюдам. Вы видели, как здесь подают стейки, то есть приносят специальный камушек, на который кладут стейки, и потом их переворачивают, добавляют соус. Также поступают с колбасками, которые у нас есть. Ну, давайте, пока горячее, пробуем. Неплохое мясо, мягенькое. Может быть, я бы немножко поперчил бы, конечно. Добавим немножко, но ну, вы видели, сколько у нас сегодня еды. Это называется scallops, то есть гребешки. Мы на самом деле, друзья, заказали совсем немного, но шеф-повар узнал, что мы из России. Нас и тут решили угостить немножко. Чуть позже покажем вам еще кое-что интересное. Топ блюда из России. Ну а пока гребешки с сыром, с чесноком. Хорошее сочетание. Нечто подобное мы уже пробовали. Здесь прям гребешки очень вкусные, правда. Если сюда посмотреть, мы здесь видим еще и креветки, и картошечка. Кстати, интересно, еще работает вулканический камень, чтобы креветочку так положить. Оп, и немножко тебе подогреть. Ну, я думаю, она не так хороша. Немного остренькая. Но все вкусно. И давайте, можно еще попробуем с того. Лосось отправляется в тарелку к Томе. Очень нежное филе лосося. Для Филиппин это редкая рыба, поэтому ее не часто можно встретить в ресторанах. Теперь берем сюда креветку. Креветка в панировке. Берем самую большую. Соус вкусный. Это что у нас? 1000 островов, может быть? Ну, это как с ананасом, знаешь, вот это вот карри с ананасом. Ничего Да. себе. Это карри с ананасом. Ну, и креветка великолепная. Очень музыка подходит. Среди всех моих продуктов я креветки всегда больше всего люблю. Нельзя. Так, наша пирушка продолжается.
Обратите внимание на порцию этой пасты. Это просто порция макарон, казалось бы. Получается здесь паста песто с тунцом, соответственно, с оливками, с маслинами. Начинаем пробовать. И макароны сами вкусные. Соус песто. Тунец, не знаю, тунец, возможно, консервированный. Да, тунец вроде консервированный, но для пасты в основном консервированный-то используют. Да, все верно. Поэтому это вкусно, друзья. Здесь, конечно, и песто очень вкусное, знаете, с перчиками. Шикарно. And this is even more than a life-size painting. And the painting is called The Coronation of Napoleon Bonaparte. Conquer. Now France is called Republique de France aujourd'hui. What does it mean? This is a death of the famous historian and philosopher Socrates. According to the gossip and history, most of these men became his ex-pupils. Владелец ресторана любезно подошел к нам и рассказал немного о картинах, которые находятся в его ресторане. Про Мону Лизу очень много историй он нам рассказал, про Наполеона Бонапарта. С ним было интересно побеседовать, потому что он сам хоть и родился на Филиппинах, но долгое время жил и во Франции, и в Италии, интересуется картинами, галереями. Вот. Кстати, нам он еще принес сейчас салат. Сюрприз, так сказать, для нас. Сельдь под шубой. Правда, там не сельдь, а другая рыбка. Он сказал, что должно быть очень вкусно. Ну что, друзья, как вы считаете, похоже? Похоже на нашу селедку под шубой, данное это творение? Мне кажется, очень похоже. Похоже на нашу сельдь под шубой. Единственное, наверное, здесь нет лучка. Рыбки мало, поэтому я ее не сильно ощущаю. И картошка, она такая больше как пюре, а не вареный картофель. В целом, конечно же, очень вкусно. Особенно учитывая, что 4 месяца мы не ели этот салат. Том сейчас объясняет, как лучше изменить какие ингредиенты, да, там, какую картошечку лучше положить, чтобы не картошка пюре, а чтобы была порезанная картошечка, чтобы больше добавлять лучка. But in Russia, so many onions, no? Yeah, but not many. You know, it's thin. It's layer, yeah. Thin layer after fish. Fish, a layer of onion. After that, boiled potato. What in English? Little bit lemon juice. Okay. 1, 2. I don't put lemon juice. Yeah, because it's marinated with fish. Fish. It's like, you know, you cooking quinoa. It's marinated fish. It's something like that, but. Принесли нам турецкий кофе. Сегодня нас этот ресторан удивляет, и французская кухня, и русская кухня, теперь турецкий кофе. Я редко пью сваренный кофе, но это достаточно вкусный. Кстати, еще, видите, принесли стаканчик воды специально. Друзья, вы слышите, это музыка Чайковского. Именно под нее мы завершаем наш потрясающий день, наш великолепный вкусный ужин. Мы были удивлены, когда нашли в городе Дагупан это кафе французской кухни. Хотя здесь была не только французская кухня, но еще и русская, и турецкий кофе. Нам все безумно понравилось. Будете в Дагупане, обязательно заходите в это местечко, передавайте хозяину этого ресторана от нас привет. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте писать нам комментарии, ваши вопросы. И всем до новых встреч. Всем пока. Скоро увидимся, друзья, совсем скоро. Пока.